Вяленая плотва с икрой в домашних условиях. Здравствуйте. Вяленая плотва с икрой бывает только в период нереста, и будет совсем не лишним застать ее на небольшой реке с донной снастью в руках. Также икряную плотву можно купить в нерестовый период на рынке или даже в магазине, причем совсем за недорого, около $1 за кило, и приготовить ее в домашних условиях по данному рецепту. Поехали. Первое. Солим икряную плотву. Если у вас нет возможности солить свежую рыбу, то ее можно словить заранее и охладить, а даже можно заморозить. Разницу во вкусе вы не заметите, главное, чтобы рыбка с икрой не начала портиться. Рыбу можно не мыть и лучше не потрошить. Я просто беру жирненькую икряную рыбку, складываю ее в емкость и пересыпаю солью. Солить можно свежую, охлажденную и замороженную одновременно. Вместе с плотвой можно класть и другую мирную рыбу, леща, густеру, сенца и так далее. Карповых для засолки кладу на бок или брюхом кверху. Внизу экземпляры побольше, сверху меньше. Если рыбка размером более чем 1-2 кг, то ее желательно пластовать. Для этого тушку нужно разрезать вдоль спинки и вынуть кишки, не повреждая жирное брюхо. Конечно, на вкус вяленая белая рыба без внутренности отличается от непотрошенной не в лучшую сторону, но многим нравится, когда готовый продукт более практичный и презентабельный. Поскольку вяленая плотва с икрой размером 1 кг и более осталась только в далеком фольклоре, то и думать забудьте про вспарывание ее животов. В брюхе вяленой рыбы содержатся жиры, и при повреждении его целостности мы лишаем себя вкусного жирного ферментированного продукта, не говоря уже про наличие икры. Соли кладу не менее 250 грамм на кило рыбы. Если экземпляры карпообразных большие, то и соли кладу больше и дополнительно засыпаю соль в рот и поджаберные крышки. Соли много не бывает. Соль обычная поваренная, самого крупного помола. Йодированную соль использовать нельзя, поскольку она разогревает тело рыбы, что может привести к порче при солении. Соль экстра тоже не годится. Рыбу нельзя накрывать герметичной крышкой, чтобы избежать возможности появления ботулизма уже на этой стадии. Поскольку эта бактерия развивается при анаэробном процессе, то обязательно оставляем доступ кислорода при приготовлении и хранении вяленой плотвы на всех этапах процесса без исключения. Пару слов касаемо методов посола и рецептов приготовления вяленой плотвы и других лучеперых животных в домашних условиях. Сухой посол – это когда рыба складывается в ящик, обильно пересыпается солью, ставится под гнет и отправляется в холодное место, например погреб, лучше холодильник. В процессе соления из рыбы выделяется влага, а соль наоборот проникает в мясо. Так вот, при сухом посоле эту влагу нужно удалять через отверстие внизу ящика. Жидкость постоянно вытекает, поэтому вы должны быть к этому готовы. А также нужно учитывать, что вместе с водой постоянно удаляется и растворенная в ней соль, поэтому соли в ящике с рыбой должно быть очень много. Благо, что ее можно и досыпать в любой момент. Мокрый посол – это когда рыба складывается в ящик без отверстий, заливается тузлуком, также ставится под гнет и отправляется в холод. Тузлук – это раствор поваренной соли в воде, например 10% или более. Но следует помнить, что влага, выделяемая из плотвиц, уменьшает процентное содержание соли в растворе, и рыба тоже может испортиться. Позаботьтесь, чтобы соли было много, пусть лучше какая-то ее часть будет постоянно нерастворенная. У моего способа посола карповых нет точных научных или классических определений. Я всю рыбу пересыпаю солью в ящики без отверстий, ставлю гнет, который составляет примерно 50% от массы рыбы, и отправляю в погреб, если нет возможности поставить это в холодильник. В процессе просаливания из рыбы выделяется влага и заполняет собой всю емкость. Если емкость относительно большая, то вяленая плотва с икрой может заполнить емкость своим наличием в течение нескольких дней. Например, вот это уже кадр следующего дня, и как видим, плотва за сутки потеряла достаточно много влаги и уже начала просаливаться. Добавляем новую партию рыбы и начинаем заполнять следующий контейнер. Контейнеры прекрасно стоят в погребе один над другим и нагружены общим гнетом. Следите, чтобы рыбка всегда была в холоде, а жидкость в емкости не была с обильным содержанием выделившейся крови и иных мутных элементов. Но если уж так случилось, то жидкость нужно слить, осмотреть соленую рыбу на предмет порчи, отсортировать ненужное и незамедлительно опять создать непорченному продукту в емкости избыток холода и соли.
Поскольку рецепт вяленой плотвы в домашних условиях у нас приближен к классическому, то и солить рыбу мы будем 21 полные земные сутки или более. Так больше гарантий, что возможные паразиты, содержащиеся в рыбе, будут обезврежены. По крайней мере, ГОСТ именно это и утверждает. На практике рыба просолится за несколько дней, килограммовые экземпляры максимум за неделю. Просоленная рыба становится более плотной, заметно сморщенной, с видимыми уменьшением в объеме, ее хребет хрустит при растягивании и так далее. Но будьте уверены, что за 504 часа рыба любого размера точно просолится. Емкость для соления не должна окисляться и выделять в будущий продукт иной гадости. Лучше всего использовать стекло или керамику. Хорошо подходит нержавейка. Неплохо справляется посуда с эмалированным покрытием. Забудьте об алюминии, меди, олове и черном металле. Но поскольку степень прецизионности к емкостям у всех разная, то лично я допускаю использование в личном быту удобных пищевых пластиковых контейнеров. Итак, половина дела сделана. Второе. Вымачиваем плотву с икрой. Каким бы из перечисленных способов вы не солили рыбу, в последующем ее обязательно следует вымочить для удаления избытка соли из будущего вяленого продукта. Если вяленая плотва с икрой готовится в домашних условиях по ускоренному рецепту с периодом засолки менее чем 21 сутки, то YouTube советует вымачивать следующим образом. Сколько суток рыба солилась, столько часов нужно ее вымачивать, периодически меняя воду. Лично я вымачиваю в 2 раза дольше, меняя воду каждый час с одной лишь оговоркой. Общее время вымачивания соленой рыбы не может быть более 1,5-2 суток, иначе плотва, особенно с икрой и не потрошенная, может начать портиться. Но это все дело опыта и вкуса, поскольку эту партию я вымачиваю примерно 28 часов. Обязательно следите, чтобы рыба вымачивалась в холоде, иначе плотва может испортиться даже в воде. Если вода меняется редко, то для предотвращения порчи рыбы желательно убирать тару в холодильник или погреб, например, на ночь. А еще не лишним будет добавлять лед в емкость с вымачивающейся рыбой, если окружающая температура воздуха относительно высокая. Вымоченная рыба обычно становится продуктом с положительной плавучестью. Ее габариты вновь приобретают былой объем, тело становится мягким, а морщины разглаживаются. Но как бы вы ни доверяли личным, временным или зрительным показателям, основным параметром для разумного существа в приготовлении еды остаются собственные вкусовые предпочтения. Также следует учитывать, что время вымачивания при прочих равных значительно сократится, если чаще менять воду, дополнительно ополаскивать соль с поверхности рыбы при смене воды, использовать для вымачивания проточную воду и так далее. Часы у каждого могут быть разными, а вкус тем более, поэтому вымачивать нужно столько, сколько нужно именно вам. Третье. Сушим плотву. Чтобы наконец-то получить вяленую плотву с икрой, рыбу необходимо высушить. Сушить рыбу в домашних условиях проще всего, подвесив ее за хвост, вниз головой. Именно в таком положении все жидкости, выделяемые при сушке из рыбы, будут стекать в голову, а не оставаться в брюхе. А если в рыбе повредится желчный пузырь, то это вообще может испортить целый месяц времени приготовления вяленого продукта. Не лишним будет открыть жаберные крышки, чтобы влага спокойно выходила и не появлялся неприятный запах. Само собой разумеется, что рыбу в этот период нужно ограничить от доступа к ней насекомых. Скорость сушки зависит от внешних климатических параметров, температуры, влажности и скорости потока воздуха. Можно соорудить специальный короб для сушки, который фигурирует в видео про вяленую рыбу на моем канале. Но сегодня мы будем использовать обычную сетчатую сушку для рыбы из рыболовного магазина. Сушить можно прямо на улице. Ферментируя вымоченную рыбу, мы постепенно превращаем ее в настоящую вяленую плотву с икрой. Тут главное не увлечься и не использовать приспособления типа дегидраторов. Сократив таким образом время сушки на несколько дней, вы рискуете вместо вяленой плотвы с икрой получить сушеный в домашних условиях обезвоженный рыбный продукт, но тоже надо отметить вкусный. Для полноценной ферментации продуктов нужно время.
В моем случае потреблять вяленую плотву можно уже через 3-5 суток, но лучше время просушки определять по личным вкусовым предпочтениям. В конце концов, просто соленую, но вымоченную рыбу тоже многие любят. Следует обратить внимание, что во время сушки поверхность рыбы гораздо суше, чем ее внутреннее содержимое. Сняв плотву с сушки, дайте ей полежать несколько часов, лучше всего в целлофановом пакете в холодильнике, чтобы влага равномерно распределилась в продукте, но это не обязательно и можно дегустировать. Четвертое. Хранение плотвы с икрой. Хранить вяленую плотву при комнатной температуре я не советую, поскольку жир, содержащийся в ферментированном продукте, прогоркает буквально за пару дней, и уже максимум через неделю вы получите абсолютно ржавую рыбу. Чаще всего именно по этой причине мы не можем купить хорошую вяленую рыбу в магазине. Настоятельно прошу, не доводите вяленую плотву до магазинного состояния. Про соль в качестве консерванта в магазинной рыбе я вообще молчу. Но это тоже один из превентивных методов хранения плотвы. Производственники нарочно создают более соленую вяленую рыбу, чтобы уменьшить количество отравлений их продуктом. Если хранить рыбу в холодильнике или погребе, то можно немного растянуть процесс потребления хорошей рыбы на пару недель или около того. Иногда это может помочь, если вяленая рыба свежая, а не из магазина. Но лучше всего хранить готовую вяленую плотву с икрой в морозильнике. Так можно хранить рыбу месяцами, говорят, что даже годами. При острой необходимости мороженая рыба ввиду низкого содержания влаги в вяленом продукте даже при комнатной температуре оттает и будет готова к потреблению менее чем за 1 час. Еще можно воспользоваться народным методом и хранить рыбу не в готовом виде, а в соленом, погребе или в холодильнике. Иными словами, солить можно не 21 сутки, а столько месяцев, сколько потребуется. На времени вымачивания это не отразится. В любой момент достали из погреба нужное количество соленой рыбы и примерно через неделю потребляете вкуснейшую, свежую, вяленую плотву с икрой. Но лучше всего решать проблему с хранением вяленой плотвы ее своевременным потреблением. Приятного аппетита и благодарю за внимание.